Приветствую зрителей и подписчики моего канала. Сегодня я хочу рассказать о смазке аэрографа. Многие пренебрегают этим, но тем не менее это необходимо периодически делать. Частота смазки напрямую зависит от интенсивности использования и от химии, которую вы используете. Условно говоря, если вы красите водными акрилами, как я, и не используете агрессивных промывок, то можно смазывать аэрограф примерно раз в полгода. Если же вы красите эмалями и используете соответствующие промывки, то смазывать аэрограф рекомендуется раз в месяц. Чем же можно смазывать аэрограф? В идеале использовать специальные смазки, иногда такие кладут вместе с аэрографами при покупке. Но если такого у вас нету, то можно использовать жидкое машинное масло. Таким маслом как раз таки пользуюсь и я. Для нанесения масла я рекомендую использовать тонкую синтетическую кисточку. Лучше брать ту, которую не жалко, так как после масла она мало куда будет пригодна. Если у вас есть старая банка от клея Тами, то удобнее всего прилить ее туда. Соответственно, там уже есть тонкая кисточка в таком виде, и удобно хранить масло, и удобно смазывать аэрограф. Также нам сегодня потребуется тонкая плоская отвертка. Или если у вас есть специальный инструмент для аэрографа, им это делать, конечно же, удобнее. Теперь переходим к вопросу, что необходимо смазывать. Большинство современных аэрографов имеют ограничитель хода иглы в хвостовике. Вот с него-то мы и начнем. Для этого необходимо его отвинтить. Здесь необходимо смазать резьбу и уплотнительную резинку. Важно, при нанесении масла делать это аккуратно и в небольших количествах. Смазывать ограничитель хода иглы каждый раз не нужно, но делать это раз через раз можно. Далее необходимо смазывать резьбовое соединение хвостовика и корпуса аэрографа. Аналогично небольшое количество масла наносится на резьбу. Далее для удобства извлекаем иглу и извлекаем корпус возвратной пружины. Здесь также необходимо смазать резьбу небольшим количеством масла. Еще одно важное место, которое необходимо смазать, это шток кнопки. Особенно это актуально, если у вас кнопка залипает или плохо нажимается. Масло наносится в небольшом количестве. Здесь переливать не нужно, главное знать меру. И заключительный важный элемент, который требует смазки, это втулка уплотнительного кольца. Аналогично смазывается резьба. После этого аэрограф можно собирать. Все необходимые элементы у нас смазаны. Что не нужно смазывать? Это точно не нужно смазывать резьбу сопла, да и в целом элементы головной части аэрографа. Как видите, процесс смазки достаточно простой и не требует много усилий и времени. Содержите свой аэрограф в чистоте и не забывайте его периодически смазывать. Тогда инструмент послужит долго и им будет приятно работать. Если еще не подписан на канал, подпишись и нажми на колокольчик. Впереди будет еще много интересного. Если это видео оказалось полезным, поставь лайк. Также рекомендую посмотреть вот эти видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!